Привет. Сегодня на демонах будем смотреть, какое наказание ждет твоих обидчиков. И в долгий ящик откладывать не будем. Давайте сразу начнем наш расклад. Итак, единички. Что именно он сделал? Сразу говорю, все карты читаем парно. Он тебя кинул. Что тут еще говорить? Он тебе предлагал вот вместе заняться каким-то делом. Вы планировали открыть что-то свое, свое дело. И ты даже деньги свои туда вложила. Время свое потратила, всем рассказывала, как все круто будет. А он в итоге тебя, как говорится, кинул и все себе забрал. И знаешь, как он это сделал? Прям вот очень аккуратно. Он же умный, да, дядька вот этот, с образованием умеет красиво говорить. Сначала тебе мозги промывал, типа ты там не справляешься, лучше будет, если он один будет все делать. Потом стал документы менять, твою долю уменьшать. А когда ты возмущаться стал, он тебе такой спектакль устроил, да? Слезы, что ты его не понимаешь, что он старается сделать как лучше. В общем, он хитрожопый очень. И он всегда знает, что сказать, чтобы люди ему верили. У него харизма такая, что даже вот когда он откровенную хрень несет, да, все кивают, соглашаются. Он прям очень хорошо может на чувствах играть, на жалость давить. И ты на это все повелась. А потом он тебе вообще по-царски объявил, да, что ты больше не нужна. Типа он тебя там благодарит, но дальше, как говорится, сам. И при этом еще и деньги твои не вернул. Сказал, что это все в общее дело, а дела нет, денег, значит, тоже нет. Вот такой вот он подонок. И самое поганое, что он это даже не из-за денег сделал. У него денег-то и так есть. Он, знаешь, он просто захотел показать, какой он крутой, что может людьми крутить как хочет. И ему понравилось тебя использовать, а потом выбросить. Просто ради вот потому, что он такой человек. Почему он это сделал? Знаешь, вот он долго результата ждал от вот этих вложений, а их все не было. А он привык, что у него все вот быстро получается. Деньги вложил, как говорится, прибыль получил. А тут все затянулось. Пришлось больше вкалывать, чем планировалось. И он начал злиться. И тут он посмотрел на тебя, да, и подумал, а нахрена она мне нужна? Она же только, как говорится, деньги свою долю тянет, а толку от нее никакого. Лучше, говорит, я один все сделаю, чем буду с ней делиться. Вот жадность его и погубила. Он, знаешь, он решил, что раз проект, как сказать, деньгами, как сказать, вот не идет, да, то результат должен быть только его. Понимаешь? А еще выбезило, что ты не молчала в тряпочку, потому что ты ему постоянно говорила, что надо что-то по-другому делать, что клиентов там по-другому искать, рекламу по-другому давать. А ему это не нравилось. Он, знаешь, он хотел, чтобы ты просто деньги давала и рот не открывала. А ты лезла со своими идеями. Но, знаешь, самое главное, он обиделся, что не получил того, чего хотел. А хотел он, чтобы ты в него влюбилась. Вот такой вот он мудак. Он, знаешь, он думал, что раз вы партнеры, да, такие, то и, как говорится, ты с ним и в постель ляжешь. А когда понял, что этого не будет, он решил тебя наказывать. Но он, знаешь, он вообще такой тип мужика, который вот считает, что все женщины ему вот что-то должны. Что если он, как говорится, с женщиной дело ведет, то она должна быть ему благодарна. И когда ты показывала, что ты не собираешься на него молиться, да, он взбесился, решил показать, как сказать, кто тут главный.
Что прилетит ему? Ну, тут интересно. Ему, знаешь, скоро в голову приедет такая вот идея, что он сам офигеет. Он поймет, что делал все неправильно, что надо было реально по-другому все делать. И знаешь, что он сделает? Он к тебе ползти начнет. Будет предлагать снова вместе работать. Типа он понял все свои ошибки, да, и хочет все исправить. Но самое интересное, у него не получится ничего без тебя. Ты была не просто вот, как сказать, вот дойной коровой, да, а реально нужным человеком в проекте. Потому что твои идеи, там, твои связи, твое умение с людьми работать, все это было важно, а он этого не понимал. И теперь его вот проект, он начнет рушиться. Клиент уходить будут, деньги кончаться, проблемы нарастать. И он, знаешь, с этим один справиться не сможет. У него мозги есть, образование есть, но нет того, что у тебя было. Умение людей чувствовать, я имею в виду. И подходить на подход к каждому. Он, знаешь, он попробует нанять других людей, чтобы тебя заменить, но не получится у него. Потому что, потому что, знаешь, вот наемные работники, они работают за деньги, а не за идею. И они не будут душу вкладывать, как ты вкладывала. Будут просто вот отрабатывать зарплату, да, там с утра до вечера сидеть, и все. И вот когда он поймет, что без тебя у него полная попа, извини меня за выражение, он тогда начнет тебе звонить. Будет извиняться, говорить, что дурак был, будет просить вернуться, возможно, даже золотые горы обещать. Все, что угодно будет обещать, только бы согласилась ему помочь. Ну, а ты своим делом будешь заниматься к тому времени. У тебя все хорошо будет получаться. Потому что ты на его примере научилась, как не надо делать. Как себя вести, пока это все будет происходить? Ну, знаешь, не лезь к нему мстить. Знаешь, вот руки чешутся, да, морду набить, извините меня за выражение. Я это понимаю. Ну, или хотя бы всем рассказать, какой он козел. Но не делай этого. Лучше займись собой и делами своими. Жизнь, она сама его накажет, без твоего вот этого участия. Сейчас у тебя выбор есть вот. Либо сидеть и переживать из-за этого урода, извини меня, да, либо взять и сделать что-то для себя. И лучше, конечно, выбирай второе, но тут тебе решать. Свой какой-нибудь проект найди, начни там, нормальных людей найди. Покажи всем, на что ты способна. Это будет лучшая месть, стать успешнее его, понимаешь? И когда вот он приползет к тебе с извинениями, ты уже решишь, да, простить его или послать нахрен, извините меня. Только не спеши прощать. Пусть он докажет, что реально изменился, а не просто в воду в ступе толчет. И знаешь, не давай ему шанс. А если решишь, да, дать второй шанс, то только на своих условиях. Но, честно скажу, я бы на твоем месте, ну, вообще никаких с ним дел не имел. Один раз кинул, он кинет и второй. Один раз человек предает, предаст и второй раз. Понимаешь? Таких людей не исправляют. Лучше найти того, кто вот изначально будет тебя уважать и ценить. А пока он со своими проблемами мучается, ты живи и радуйся. Вообще о нем не думай, не следи за его делами, не спрашивай у общих знакомых, как дела у него. Просто забудь про него, как про страшный сон. Потому что, знаешь, твоя жизнь, она важнее, чем его проблемы. И через год ты ему еще спасибо скажешь. Знаешь почему? Потому что если бы он тебя не кинул, ты бы так и сидела вот в плохом проекте, да, и не понимала, что ты можешь гораздо больше. А он тебе, можно сказать, услугу оказал, сам того не понимая. Обязательно подписывайся на канал, жмякни на колокольчик, и мы переходим ко второму варианту.
двоечки. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Да, первый вопрос, что именно он сделал? Это сигнификация. Ну, знаешь, он тебя, как говорится, на работе объехал. Вот вы с ним одно время вроде как друзья были на работе, вместе, вместе готовились, да, друг другу помогали. А он, вот знаешь, он это в смысле человек, это может быть и женщина. А вот этот человек, он взял и подкинул, как сказать, подножку дал тебе. Не прямо, конечно, а вот знаешь, он аккуратно начальству намекнул, что ты там не справишься, что у тебя там проблемы в семье, что ты не готова к ответственности по повышению. И знаешь, он это сделал очень хитро. Он сначала долго думал, как лучше тебя подставить. Планы строил, просчитывал там всякие варианты. И стратегия была, когда что-то сказать, кому чего намекнуть и как себя подать, понимаешь? И он готовился к этому, вот как к войне. А ты даже не подозревала, что против тебя кто-то что-то на работе за спиной мутит. И вот этот человек, он, знаешь, использовал то, что ты ему доверяла. Ты ему рассказывал там про свои сомнения, что боишься там не справиться, что переживаешь там еще из-за чего-то. Вот он эту информацию начальству слил. Типа, знаешь, вот поделился как будто своими переживаниями за подругу. А на самом деле просто тебя топил. И человек этот, знаешь, очень быстро действовал. Когда понял, что шанс есть, да, и вот что место вот это освободилось, он сразу побежал к начальству. И пока ты еще думала, там, заявление подавать или нет, он уже за тебя все решил. Просто вычеркнул тебя из игры, как говорится, одним махом. И знаешь, самое дурацкое, что он вид делал, что тебе сочувствует, когда тебе отказали. Он ведь там расстроенный к тебе приходил, да, говорил нам, это несправедливо. А сам прекрасно понимал, почему так получилось, потому что он, как сказать, лицемер. Почему сделал? Ну, у него женщина, что ли, какая-то. Он влюбился и захотел произвести на нее впечатление. Ему нужна была вот эта должность, чтобы показать ей, какой он успешный, какой он крутой. И вот ради вот этой женщины он решил тебя подставить. То есть это новая, как сказать, его любовь. Она у вас также работает, но получается или в другом отделе, или ты просто про эту женщину не знаешь. Молоденькая, амбициозная, и ему, как говорится, захотелось быть с ней на одном уровне, что ли. А для этого нужно было продвинуться по службе. И он, знаешь, он решил, что, как сказать, дружба дружбой, а ты иди-ка ты туда, да, а карьера карьерой. И знаешь, он еще захотел закрыть вот один этап своей жизни, да, и новый начать. Ты для него была частью вот, как сказать, частью старой жизни. Когда он был неудачником, когда ничего не мог добиться, а теперь ему захотелось стать другим человеком. И чтобы вот в новой жизни не было никого из прошлого, он так поступил. Он решил просто от тебя избавиться. И знаешь, этот мудак, он вот думал, что если получит повышение, то вся его жизнь изменится, что он важным станет, да, что его уважать будут, что там женщины на него внимание обращать начнут на работе. В общем, у него целая фантазия о том, как он заживет после вот этого. И, конечно же, он тебе завидовал. Потому что, знаешь, когда в своей профессии хаешь другого, то это зависть, ничего другого. И ему казалось, что вот тебе все легко удается, да, что у тебя все само собой складывается. А он типа там как конь пашет, а результата нет. Вот он и решил тебя, как говорится, оттолкнуть подальше, чтобы самому выше стать. Ну, просто зависть неудачника, а что мне тут еще говорить? Что ему за это прилетит? Ну, знаешь, вся жизнь рухнет к чертям. А что тут еще по-другому трактовать?
Причем не постепенно рухнет, а вот резко и больно. Сначала новая женщина бросит, потому что у нее там есть тоже свои выгоды с ним вообще общаться. А так он ей не нужен. Я сдерживаюсь и подбираю максимально культурные слова. Ну, ты меня прекрасно понимаешь, какими словами я сейчас думаю. И вот та женщина, как только поняла, что он не такой крутой, как казалось, да, сразу его сольет. А потом начнут вылезать все вот эти грязные делишки. Не только как он тебя подставил, нет, там другого очень многое, чего он творил. Люди начнут говорить, копать, всплывет куча шоколада, так скажем, да? Окажется, что он не только тебя кинул, но и других людей использовал. И все это выйдет наружу. Он, знаешь, он хочет, не хочет, а он уйдет с этой работы. Причем с позором. Понимаешь? И просто вот, как сказать, вот репутация, она будет убита напрочь. Все узнают, что он крыса, грубо говоря, да? И никто с ним дел не захочет иметь. И самое справедливое — это вот то место, которое он у тебя отобрал, оно ему не поможет. Он не справится с обязанностями, он накосячит по-крупному. Все поймут, что он вот этой должности, он недостоин, что ты была намного лучше. В личной жизни тоже все развалится. Друзья отвернутся, какой он гад узнают. Семья тоже стыдиться будет. Он, знаешь, он, как вот сказать, вот на дне окажется. Один на один со своими амбициями и сложными мечтами. Поймет, что потерял самое ценное — это доверие людей. Ну, короче, жизнь его по полной программе накажет, понимаешь? Как тебе себя вести, пока это все происходит? Забей на него. Сейчас у тебя в жизни столько хорошего будет происходить, что не стоит тратить время на этого мудака. Твоя семья, там, твой дом, твои близкие — вот это для тебя важно. А он со своими проблемами пошел в огород к деду картошку копать. Ты сейчас, знаешь, на начале такого этапа, когда у тебя все будет налаживаться. Полная чаша дом, да, там мужчина любящий будет. Если дети есть, дети молодцы. Тебе просто, знаешь, вот этот негатив в твоей жизни — это как к селедке молоко парное, к соленой селедке. Поэтому лучше наслаждайся тем, что вот умеешь. Там семейные праздники устраивай, там навыки какие-нибудь изучи, просто наслаждайся жизнью. Понимаешь, радуйся жизни. И тут еще одна важная вещь, которую я должен тебе сказать: не лезь в его дела. Не пытайся ему мстить, не пытайся ему тем более помогать. Не рассказывай всем, какой он плохой. Просто дистанцию от него держи. Вот знаешь, вот как будто вот человека никогда не знал и знать не хочешь. Вот как там где-нибудь там, как тебе сказать-то? Вот ты сидишь у себя сейчас дома, да? А Марко Антонио где-то в Австралии собирает муравьев. Вот тебе до него нет дела же? Нет, вот и этот человек точно так же. Встретишь на работе, мимо иди. Не показывай как называется, свой гнев. Просто вот мимо иди, возможно, даже поздоровайся, но никаких лишних разговоров, никаких объяснений, никаких даже как дела. Максимум здравствуйте, да, или там привет. Все, никаких. Свою энергию направляешь на что-то хорошее, на саморазвитие, на семью, на хобби, новое чего-нибудь изучи, там спортом займись, путешествуй, полной жизнью живи. Не сиди, не переживай за этого урода. Просто поверь, у него все рухнет. Это 100%. Понимаешь, а ты радоваться не будешь, когда у него рухнет все, потому что ты будешь, знаешь, своими делами занят. Поймешь, что, как Антонио Марко, который муравьев собирает, понимаешь? Просто не стоит твоих переживаний.
Ты поймешь, что в жизни вещи есть намного важнее, там, чем мелкие какие-то дрязги на работе, понимаешь? Поэтому все нормально будет, не переживай. Во всяком случае, у него нет. Давайте перейдем, ты подпишись на канал, а мы перейдем к третьему варианту. Троечки, а тут даже трактовать не нужно, что на деньги этот человек тебя кинул. Он тебе долг обещал вернуть, или ты ему просто денег дала на его какие-то проблемы, а он просто забил на тебя? Это что именно он сделал? Тут даже просто трактовать не нужно, и у меня в голове нужно ли трактовать или сказать «пока». Вот. Ну, он просто вот перестал отвечать на звонки, вид делает, что тебя не знает, да, не видит, телефон не берет. А сумма была не маленькая. Ты на эти деньги много всего планировала сделать. А провернул он это, он использовал свое положение. У него тоже связи, статус какой-никакой, да? И он тебе лапшу на уши вешал про то, что у него там какие-то временные трудности, что скоро там с процентами вернет. А сам он прекрасно знал, что возвращать не будет. Изначально еще. Он просто решил, что ты слабенькая, и ничего ему не сделаешь. И вот этот мудак, он еще и другим людям рассказывал, что ты сама ему эти деньги дала просто так. Типа, знаешь, подарок, благотворительный, что-то такое. Что если ты там права начнешь качать, да, чтобы все думали, что ты жадный и придираешься к мелочам. Он, знаешь, он заранее себе алиби готовил. И, конечно, использовал твою доверчивость. Тут даже это трактовать, говорю же, не нужно. Ты его давно знаешь, думала, что он там порядочный, да? А сдала денег, он сразу, как говорится, как сказать, как будто и не знает тебя уже. И он воспользовался тобой просто. Знал, что ты не будешь сразу подвоха подозревать. Не станешь требовать там расписки, всякие нотариальные документы и так далее. Вот просто он обманул твое доверие. И самое поганое, что он вид делал, что ничего не произошло. Встречал тебя, здоровался, улыбался или просто вообще пропал. Ну все. Почему сделал? Потому что на женщину деньги потратил. Знаешь, он какая-то вот жесткая женщина, которая вот у него всем заправляет. Она ему мозги промыла. Что он там мягкий, что все его используют. Давай это, давай то, я хочу сапоги, я хочу шубу. И вот он просто, как говорится, давай я назову, я не знаю, как подбирать слова, но она стерва редкостная. Понимаешь? И занял он денег, он сказал, что должен. Она говорит, настоящие мужики долгов не отдают. Это все для слабаков. Сильные люди берут то, что им нужно. И вот такая вот лапша. Ты альфа-самец и все. На самом деле он под каблуком у нее, понимаешь? Она им манипулирует. Еще она подначивала его очень. Говорила, что там тянуть нечего резину, давай, мне нужно, вот это мне нужно. Вот он, знаешь, как вот собачка надрессированная, под каблуком причем. А она холодная, расчетливая, злая, и она в нем вот слабое место нашла и давит на него. И он, знаешь, он боится ее разочаровывать, поэтому все делает, что она скажет. Знаешь, как его кукловод-то у Буратино был. Карабас-Барабас. Мальвинами и пюрешками управлял же вот этими ниточками. Вот она так же к нему. Что ему за это прилетит? Ну, тут интересно, конечно. У него все скоро в жизни с ног на голову перевернется. То есть колесо фортуны провернется, и он из царя превратится в нищего.
ну, то есть противоположность. Вся его вот эта крутость показная, да, она лопнет, как пузырь мыльный. Все вот прям увидят, вот знаешь, прям вот он на самом деле вот покажет свое нутро, что он жалкий, что он подкаблучник. И самое прикольное, что какая-то женщина про него правду раскроет. Кто-то из его окружения знает такие тайны, что ему мало не покажется. И вот эта женщина, она все расскажет. Про то, как он тебя кинул, про то, как у него другие грязные делишки, ты и не единственная. Все его секреты, они наружу выйдут. Его репутация полностью будет растоптана. Просто все поймут, что он лжец, обманщик, мудак и остальные все слова. Никто ему доверять больше не будет. Никто ни денег давать не будет, никто с ним дело иметь не будет. Его все просто стороной будут обходить. А та, которая вот его научила быть таким мерзким, да, ну, женщина егошная, она его бросит. Она как только поймет, что он больше не влиятельный, не богатый, последнюю копеечку. Вот в советские времена была такая вот стиральная машинка, не было же вот этих вот, как сейчас сушат. И вот такая ей была крутилка, как называется, чтобы белье выжимать. И вот она его как через вот эту крутилку пропустила. То есть денежки все у него возьмет, ни с чем оставит и найдет себе нового дурака. У него реально серьезная проблема будут с людьми. Жизнь ему покажет просто, что с друзьями так не поступают. От него отвернутся все. Как тебе себя вести? Ну, на него забей пока, да, и своими делами занимайся. У тебя сейчас тоже всего хорошего много будет происходить. Ремонт, ну, я бы не назвал, конечно, ремонт очень хорошим, но будешь делать. Мебель, возможно, уют будешь делать для своей жизни. Вот этим и занимайся, и не думай про этого мудака. Пусть он со своими проблемами, как говорится, сам разбирается. Радоваться его проблем тоже не стоит, потому что он по заслугам получит. И не показывай тебе, что это приятно. Улыбочку свою держи при себе. Понимаешь? Не злорадствуй открыто, потому что, как говорится, на тебя тоже люди могут посмотреть, что вот она такая, она тоже негодяйка, они же вместе там чего-то общались, а значит, она точно такая же. Поэтому не злорадствуй открыто. Свою энергию вот направь на обустройство своего гнездышка, да? Шторы красивые купи, посуду поменяй и так далее. К нему не лезь пока с требованием, пока он сам не придет. А он придет. Когда ему вот совсем хреново станет, он опять придет, но не деньги отдавать, а наоборот занимать. И лапша будет, знаешь, вот с 10-этажный даже дом. Он не придет отдавать деньги. Нет, он будет еще раз пробовать занимать. Вот такой у нас сегодня расклад. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, что дед с тобой рядом.